Но даже с Native DSD и USB у нас остается проблемы джиттера, микроскопических ошибок синхронизации. Мы с вами на канале Audio Insights от Audiophile Inventory и Юрия Корзунова, основателя и разработчика программы оптимизации и конвертации аудиофайлов для Hi-Fi и High-End систем AUI Converter. В ЦАПах есть FIFO-буфер для борьбы с этим. Зачем тогда нужны дорогие USB I2S конвертеры? Это квинтэссенция аудиофильской борьбы. FIFO-буфер – это спасение от джиттера на участке передачи данных от ПК. FIFO принимает грязный сигнал и считывает его сверхточным внутренним клоком. Но FIFO бессилен против шума питания и наведенных помех, проникающих по USB или другому кабелю. Основная угроза – это электрический шум и наводки по земле входного кабеля, которые могут влиять на аналоговую часть и клоки уже внутри ЦАП. Ваш компьютер – это шумный электрический монстр, и этот шум влияет на частоту тактового генератора самого ЦАП. FIFO помогает отвязать внутренний клок ЦАП от асинхронных колебаний скорости потока USB или SPDIF, но не исправляет джиттер, уже попавший в запись. Мы можем улучшить ситуацию с джиттером при передаче через межблочный цифровой кабель. И это решают с помощью I2S, Inter-IC Sound. USB IS-2 конвертеры борются именно с этим. Они изолируют питание от компьютера и используют свои сверхточные генераторы фемтоклоки с джиттером в диапазоне фемтосекунд. Затем они передают данные на ЦАП по I2S кабелю. Важно помнить, I2S часто используют разъем HDMI, но он несовместим с обычным видео и аудио HDMI. Главное, I2S – это два отдельных чистых канала. Представьте, что USB-кабель пытается передать и сам звуковой сигнал, то есть данные, и команду, когда именно этот сигнал считывать, то есть тактовый сигнал, по одному проводу, по одной жиле. Это заставляет САП пытаться выделить команду синхронизации из общего потока данных. В этом процессе восстановления синхронизации неизбежно возникают микроошибки времени, тот самый джиттер. I2S решает это просто. Тактовый сигнал, мастер-клок, бит-клок идут по отдельной выделенной линии. Данные идут по другой. ЦАП получает данные и более качественный и неискаженный пульс для считывания. Это устраняет необходимость в сложной системе восстановления синхронизации PLL – фазовая автоподстройка частоты, что резко снижает джиттер. Поэтому I2S – это must-have для систем, где частота звука имеет абсолютный приоритет. Ставьте лайки, задавайте вопросы, делитесь своими мыслями о Hi-Fi аудиоинтерфейсах и опытом в комментариях. Они помогают нам создавать новый контент. Подпишитесь на наш канал и, если было интересно, поделитесь ссылкой на это видео с друзьями. До новых встреч, друзья! И пусть ваш звук всегда будет безупречным.